конце января американская телекомпания NBC опубликовала служебную записку генерала ВВС США Майкла Минихана. В ней Минихан прямым текстом говорит своим подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Эту дату Минихан связывает с тем, что в 2024 году пройдут президентские выборы в Соединенных Штатах и на Тайване тоже. А война будет идти именно за Тайвань. Министерство обороны США уже открестилось от слов генерала, заявив, что в записке высказывается исключительно его личное мнение. На самом деле, американское правительство давно волнуется о возможной войне с Китаем, которая начнется из-за вторжения на Тайвань. Давайте сегодня поговорим о том, что на самом деле происходит с Тайванем, зачем Китаю его захватывать, какую роль в этой всей ситуации играет Америка и кто в итоге победит, если война все-таки начнется. Разберемся во всем этом сегодня. Как мы можем видеть по войне в Украине, никакой особой пользы государствам войны в 21 веке не приносят. Не говоря об ужасных последствиях для обычных граждан. Почему же тогда потенциальное вторжение на Тайвань обсуждают всерьез и военные, и политики? Неужели Китай правда может на это пойти? Вторжение на Тайвань для Китая будет абсолютно невыгодно. С тех пор, как Китай провел реформы и создал в стране рыночную экономику, он испытывает невероятный экономический рост, построенный на внешней торговле со всем миром. Мощь и влияние современного Китая построены не на армии и пушках, а на экономических связях, которые в случае войны будут разрушены. Тогда зачем Китаю вообще начинать войну? А не зачем. Мировые лидеры далеко не всегда рациональны, в том числе в вопросах войны. Очевидно, что решение Путина о вторжении в Украину не было основано на разумных доводах. Или вот попытка Аргентины захватить британские Фолклендские острова в 1982 году. Она была предпринята с совершенно необоснованным расчетом. Мол, Великобритания не захочет вступать в конфликт за хоть и свою, но далекую и малонаселенную территорию. Естественно, эта мысль оказалась неверной. Вообще, агрессивная риторика Китая насчет Тайваня – это также инструмент внутренней политики. Любой диктатуре необходим внешний враг, который в какой-то момент обязательно будет триумфально повержен. У Китая это не только США, но и Тайвань, наследник буржуазного правительства, которое Великая коммунистическая партия свергла 70 лет назад, а теперь хочет завершить начатое. Такая риторика, не искренняя поначалу, имеет свойство превращаться в настоящее убеждение, что война неизбежна и, мало того, обязательно будет выиграна. Си Цзиньпин сейчас, похоже, собирается превратиться в Путина. В Китае существовали ограничения по числу сроков, которые лидер страны может оставаться на посту. В 2018 году эти ограничения отменили, а в конце прошлого года Си начал свой третий срок как китайский лидер. Предыдущие правительства Китая больше фокусировались на экономическом развитии. При Си Китай начал активнее конфликтовать с Соединенными Штатами в вопросах влияния в Азии и Тихом океане, подавлять протесты в Гонконге и на материке. В общем, играть в геополитику и увеличивать величие Великого Китая. Уважаемой сверхдержавой Китай называть себя не может, пока целая его провинция оккупирована нелегитимным капиталистическим прозападным режимом, а воссоединиться мирно этот коварный режим отказывается. Соответственно, решать проблему Тайваня надо будет иначе. В феврале 2022 года Владимир Путин начал вторжение в Украину. За 3 недели до этого, во время открытия Олимпийских игр в Пекине, Путин и Си провели встречу и провозгласили безграничную дружбу и партнерство между Россией и Китаем. Си поддерживал Путина, когда тот требовал от западных стран прекратить расширение НАТО на восток, повторяя за ним, что в дестабилизации мира и в кризисе вокруг Украины виноват именно Запад. Однако, когда началось вторжение, Си Цзиньпин не поддержал Россию ни оружием, ни как-либо еще. Более того, Китай даже не выразил однозначную поддержку России, а просто призвал к скорейшему окончанию конфликта. Иногда в публичное поле выливалось прямое недовольство Си действиями Путина. В сентябре сам Путин признал, что у Китая есть озабоченность и вопросы насчет спецоперации. А в ноябре опубликовали официальное содержание разговора Си с президентом США Джо Байденом, в котором они вместе осудили любые угрозы применения ядерного оружия. О ком шла речь, догадаться несложно.
Война России с Украиной поставила Путина в исключительно затруднительное положение, и это плохой сигнал для Си Цзиньпина. Запад пришел на помощь Украине, и за год войны поддержка не просто не ослабла, а наоборот увеличилась. Украине начали поставлять тяжелое вооружение в виде западных танков, уже начались обсуждения поставок истребителей. Расширение НАТО, которого так боялся Путин, продолжается. Скоро в альянс вступят Финляндия и, может быть, Швеция. Сама Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Все это ведет к усилению позиций западных стран, в том числе Соединенных Штатов. И именно поэтому война в Украине оказалась также проблемой и для Си Цзиньпина. Китай, построив вторую экономику планеты, сейчас стремится стать второй мировой сверхдержавой, настоящим соперником США за влияние в мире. Это стремление основывалось на надежде, что западные страны расслабятся и сфокусируются на внутренних проблемах. Как следствие, Си надеялся, что если Китай захватит Тайвань, реакция Запада на это будет слабой, примерно такой же, как была на аннексию Крыма. Возможно, будут какие-то экономические санкции, осуждение действий Китая в ООН и выражение озабоченности. Но предполагалось, что ничего серьезнее не произойдет. Теперь, когда Путин начал войну в Украине, объединив при этом весь Запад, шансы Си на маленькую победоносную войну сильно упали. Запад повышает расходы на свои вооруженные силы, усиливает союзнические связи и учится делать свои экономики независимыми от агрессивных авторитарных государств. Все это делает жесткий ответ в случае нападения Китая на Тайвань более вероятным. Чисто технически США не обязаны защищать Тайвань от китайского вторжения. Да, отношения у двух стран союзнические. Но документально закрепленного обязательства защищать друг друга военным путем, какое есть, например, у США с Японией, у них нет. Тем не менее, США всегда стояли на защите Тайваня, помогали и дипломатически, и поставками оружия. Принятый в 1979 году закон США об отношениях с Тайванем обязывает американское правительство продавать Тайваню оружие, чтобы он мог защитить себя от возможной китайской агрессии. И все американские президенты действительно такое положение вещей одобряли. Тайвань вооружен американской ПВО «Патриот», истребителями F-16, танками «Абрамс», американской артиллерией, вертолетами, дронами и ракетами. В 2018 году Конгресс разрешил двухсторонние официальные визиты. В прошлом году этим правом воспользовалась Нэнси Пелоси, тогда еще занимавшая должность спикера Палаты представителей, третий человек в США. Визит Пелоси на остров вызвал жесткое негодование Китая. После ее отъезда в Америку китайцы начали военные учения в море вокруг Тайваня, желая продемонстрировать силу и отвадить американских политиков от посещения острова. Ведь визит Пелоси – это символ того, что США не собираются отказываться от дружбы с Тайванем вне зависимости от того, что по этому поводу думает Китай. Если США все-таки решит помочь Тайваню при вторжении Китая, война будет тяжелой для всех сторон конфликта. В начале января Американский центр стратегических и международных исследований опубликовал результаты симуляции китайского вторжения на остров и дальнейшей битвы за него. Вооруженные силы разных стран часто используют такие симуляции, основанные на данных об армиях сторон, чтобы разрабатывать планы реальных военных операций. Например, прошлым летом американские военные вместе с офицерами ВСУ проводили испытания будущих контрнаступлений. По результатам стало ясно, что большое наступление по всему югу Украины, скорее всего, провалилось бы. Тогда его заменили на две менее масштабные операции. Симуляцию войны на Тайване прогоняли 24 раза. Выводы получили следующие. Во-первых, победа Китая, то есть оккупация Тайваня, маловероятна. Во-вторых, обе стороны понесут тяжелые потери. Общее число погибших и тяжело раненых превысит 10 тысяч человек. Если сравнивать с войной в Украине, 10 тысяч кажется не такой уж большой цифрой, но американцы своих солдат ценят побольше, чем Путин своих. Симуляции войны, в случае, если Соединенные Штаты не начнут участвовать в защите Тайваня, показали, что китайцы захватят остров в течение 3 месяцев. При этом США не смогут эффективно принимать участие в войне без помощи Японии, в которой расположены американские военные базы и которая сама по себе союзник Тайваня. Война за Тайвань по своему характеру сильно отличалась бы от войны в Украине, которая практически полностью состоит из наземных боев. Флота в Черном море у Украины практически нет, а авиация обеих стран сейчас воюет очень осторожно, опасаясь ПВО противника.
Но Тайвань — это остров, поэтому большинство боевых действий будет происходить на море и в воздухе. Начало вторжения будет означать огромную операцию по перемещению китайских войск через Тайваньский пролив и их высадки на остров. Это будет чрезвычайно рискованное действие, во время которого китайские вооруженные силы будут максимально уязвимы. Подготовку к вторжению и, собственно, его начало невозможно будет скрыть. Год назад американская разведка абсолютно точно спрогнозировала начало войны с Украиной, увидев на спутниковых снимках сконцентрированные у границ группы российских войск. Точно так же США увидят и готовящееся вторжение на Тайвань, что позволит и им, и тайваньской армии подготовиться к нему. По подсчетам симуляции, военно-морские силы США потеряют 2 авианосца из 11, а также 10-20 крупных военных кораблей. Примерно столько же кораблей потеряет флот Японии. Китай лишится 50 крупных военных кораблей и около 90% десантных кораблей, которые должны будут высадить китайских солдат на Тайвань. При этом война в воздухе будет не такой, как можно ожидать. Симуляция показывает, что 90% всех потерянных самолетов западных сил будут уничтожены дальнобойными ракетами прямо на аэродромах, до того, как авиация поднимется в воздух. Эксперты, проанализировавшие результаты, утверждают, что самолеты без стелса, технологии сокрытия от радаров, практически не имеют пользы в возможном противостоянии с китайским ПВО. Стелс-истребители есть и у США, и у Китая, но они не составляют большую часть их ВВС, а стелс-бомбардировщики есть только у Соединенных Штатов. Любая война на Тайване, даже в случае победы США, приведет к тяжелым последствиям для островного государства. Армии Тайваня будет нанесен серьезный урон, а мирные жители лишатся электричества и доступа к основным услугам. Но, вне зависимости от результатов симуляций, реальная боеспособность китайской армии остается под большим вопросом. Народно-освободительная армия Китая страдает от многих проблем, которые есть и у российской армии. Время, которое солдаты могли бы тратить на тренировки, уходит на изучение коммунистической идеологии. Китаю не хватает эффективных офицеров нижнего звена, капралов и сержантов. Его вооруженным силам не хватает навыков координации действий разных видов войск – армии, флота и ВВС. Но главная проблема китайской армии в вопросе ее боеспособности состоит в том, что Китай не был в настоящей войне аж с 1979 года и, соответственно, не было боевого опыта. Ничто, кроме настоящих боевых действий, не может продемонстрировать реальную способность армии воевать. Перед началом вторжения в Украину западные политики и эксперты считали российскую армию эффективной и опасной. Они, как и сторонники войны, были уверены, что Россия возьмет Киев за 3 дня и легко подавит украинское сопротивление. Реальность оказалась другой, и российская армия завязла в войне на истощение. Вполне вероятно, что и распиаренная китайская армия на деле окажется гораздо слабее, чем думают эксперты. Естественно, в любой войне между Китаем и США будет стоять страшный вопрос о применении ядерного оружия, которое есть у обеих стран. Но и США, и Китай понимают, что на ядерный удар последует симметричный ответ, поэтому применение ядерного оружия очень маловероятно. Кстати, Китай – одна из 2 стран, в чьей военной доктрине прямо написано, что наносить ядерный удар первым Китай не будет вообще ни в каком случае. Для сравнения, российская доктрина гласит, что ядерный удар может быть нанесен при угрозе существованию государства. К тому же у Китая ядерный арсенал значительно скромнее. У США боеголовки исчисляются тысячами, у Китая их несколько сотен. В ядерной войне Китай и США действительно проиграют все, но Китай проиграет сильнее. Поэтому ожидать от Китая нажатия кнопки не стоит. Китай пытается усложнять Тайваню жизнь и безо всякой военной эскалации. Запрещает, например, иметь дипломатические отношения с собой и Тайванем одновременно. Поэтому сейчас Тайвань существует в качестве частично признанного государства. Впрочем, это не помешало ему построить одну из самых развитых экономик Азии и поддерживать неформальные политические отношения с миром. На Тайване высокий уровень жизни, их паспорта признаются мировым сообществом, и обычным людям подвешенный статус их страны особо не мешает. В случае присоединения Тайваня к Китаю жизнь в островном государстве лучше не станет. Сейчас у тайваньцев есть свобода слова, политическая конкуренция и продуктивные отношения с миром. Китай же — это диктатура, в которой любая политическая оппозиция жестко подавляется, цензурируются не только СМИ, но и интернет, а этнические меньшинства насильно ассимилируются,
Так происходит, например, с уйгурами. Чтобы понять, что будет с Тайванем под властью коммунистического Китая, достаточно посмотреть на Гонконг. В обсуждении потенциальной войны за Тайвань мы можем радоваться разве что тому, что Китай ее не выиграет. Но его проигрыш будет зависеть от того, окажут ли США и их союзники помощь Тайваню, причем помощь более внушительную, чем Украине. То, как плохо для российской армии идет сейчас война, должно показать Китаю, что время завоевательных войн прошло, и вторжение на Тайвань обернется для Китая катастрофой. Остается надеяться, что рациональность возьмет вверх над мечтами о великих победах, и никакой войны на Тайване не случится. Это будет самым хорошим сценарием. До завтра.